Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. В поиске заброшенных деревенских домов я отправился в приграничную зону. И не зря, ведь один из найденных домов меня очень удивил. Ух ты! Дом был покинут еще 13 лет назад, но внутри буквально остался нетронутым. Все вещи были оставлены на своих местах, даже документы прежних жителей. Приятного просмотра! Изучил я все документы, разложил. Сейчас расскажу вам про прежних жителей. На улице дождливый весенний денек. Ну а у меня новый поход по заброшенным деревням. Первая небольшая преграда. О! Главное еще не спалиться. Здесь рядом есть и жилые дома тоже. Бесконечные заросли. Фух, наконец-то. Электричество отключено, но явно дом нежилой. Что за погреб? Первый раз такое вижу. Оп. Действительно погреб. Видимо, для хранения различных припасов. Здесь, похоже, загончик для животных. Вот сено осталось. Еще загончики. В принципе, на всех хуторах все предельно похоже. Лыжа старая деревянная. Здесь же бочки, ящик с банками и какой-то интересный прибор. Мда. Дом уже совсем-совсем разграблен. Много пили спиртного, похоже. Здесь же еще один погреб.
Книги. Много книг, газет. Вот, например, газета 87-го года. Книжки. В основном на латышском. Скандинавские народные сказки. Да, все. На латышском учебник по сельскому хозяйству. Вот на русском. Телевизор. Весна 304. Икона. Каска мотоциклетная. Игрушки. Жаль, не стеклянная. Еще кладовка. Турист, лыжа. Да. Ладно. Дом, конечно, хоть и с вещами, но уже очень сильно разграблен. Люди здесь не живут, полагаю, лет эдак 15 уже, а то и 20. Этот дом выглядит уже более целостным. Пусто. Целых 3 сарая было в хозяйстве. А вот и дом. Дверь такая низкая. Эх, закрыто. Окна тоже все, похоже, закрыты. Ну да, здесь тоже. Вот окошко есть, смотрите. Только я не знаю, пролезу ли. Но могу попробовать. Фух. Это было непросто. Попал я сразу в кладовку. Банки. Кастрюля. Закроюсь на всякий пожарный. Хотя бы так.
Все, это большая кладовка. Возможно, на 2 семьи. Ух ты! Вот это я не зря зашел. Здесь я, пожалуй, задержусь. Вот это да. Практически нетронутый дом я нашел. Начнем с кухни. Рукомойник. Кастрюля. Муха полудохлая. Ой, фу. Фу. Мыши, наверное, все поели. Все припасы. Пахнет, конечно, неприятно. Тарелки. Ой-ой-ой. Ай, мама. Сколько там насекомых плодится. Просто жесть. Это что? Это мухи, наверное. Фу. Пожалуй, закрою я лучше. Ножи. Ножей здесь, конечно, достаточно. Так. Перочинный ножик. Ну-ка. Что на нем написано? Титан. Открыть его, к сожалению, у меня не вышло. Снова какие-то припасы, поварешки. И опять припасы. Столовый уксус. Срок годности до 2005-го. Жидкая приправа. 2008. Обеденный стол. Календарик. 2011. Что ж, очень даже может быть, что стоит это все лет уже так 13. Все на месте. Вся посуда. Печка даже целая. При желании это все убрать, почистить. И хоть сейчас можно было бы что-то приготовить. Смотрите, сколько мух мертвых. Они, видимо, пытались выбраться, но так и не смогли. Здесь, похоже, гостиная. Снова
Красный угол. Гудка, конечно же, нету. Трюмо с посудой. Какая красота. Вот уж что-что, а старая посуда с каждым разом не перестает меня восхищать. Какая красота. Такс. Опять припасы. Запах, конечно. Ой, ужас просто. Такой застоявшийся. Чай грузинский. Сорт высший. Советский еще. Из Грузии. Застоявшийся запах. Хотя внутри все не так плохо. Нижние ящики. Как-то здесь пустовато. Боюсь уже, честно, тут что-либо трогать после этих насекомых на кухне. Света нету. Трюмо. Картина. Очень даже симпатичная. Нарисована в 1973 году. Это что? Сундучок с пуговицами. И шкаф полной одежды. Холодильник. Ух ты! Очень даже интересная посуда здесь. Чайнички. Рижские. И кувшин. Тоже рижский. 2 рубля цена. Такс. Это, похоже, швейные дела. Аптечка для ремонта мотошин. Это, наверное, походный набор, чтобы можно было заклеить пробитое колесо. Мазь. Перекись. 99-го года. Спрей. 2011-го.
Клей Марс. Ух ты. Так, на шкафу. Ух ты. Портрет. Военного, похоже. И мешок с какими-то деталями. Что ж, пока самые свежие находки из 2011-го. Тут как-то пустовато. Как будто что-то еще было. Снова красный угол. Крест католический. Телевизор. Анис. Сделан в Японии. Цветной. Знаете, вот это ощущение, когда за окном стремительно идет время, меняются годы, а здесь внутри все остановилось. Тишина и спокойствие. И сам, находясь здесь, я как будто возвращаюсь в прошлое. Сколько одежды разной, смотрите. Пальто очень даже неплохое. Шуба. Полный шкаф всего нужного. Витамины. Снова 2011-го. Кошелечек старый. А это что? Ух ты! Это, похоже, документы. Ну да, старые. Различные старые документы. Изучил я все документы, разложил. Сейчас расскажу вам про прежних жителей. Жило здесь, в общем, две женщины, Ольга и Моника. Вот фотография Моники. Родилась она в далеком 1914 году. Вот ее советский паспорт. Эх, хоть и проколотый, но показать его вам не могу. И трудовая книжка. Такс. Работала она полеводом. Записи начинаются с 49-го года. И заканчиваются на 70-м. Моника, похоже, дожила до глубокой старости. Только вот лицо, конечно, у нее какое-то, ну, очень суровое.
Может, на фото просто кажется. Вторую женщину звали Ольга. Ольга Рудко. Она 35-го года рождения. На 21 год моложе Моники. И вот ее свидетельство об окончании 7-летней школы. Смотрите, на латышском и русском языках. Оценки тройки, четверки. Окончила школу в 50-м году. Получается, в возрасте 15 лет. Далее ее трудовая книжка. Год вступления 49-й. Тоже работала полеводом, как и Моника. В 70-м году заканчивается, освобождена от работы в связи с реорганизацией колхоза. Собственно, так же, как и Моника. А вот, я так полагаю, ее сберегательная книжка. 91 год, 94 заканчивается. Вложила 26 тысяч в 91 году, потом постепенно снимала. Какая же это валюта была, интересно? Уже после конца Союза годы. Талон. Общество автолюбителей. Это, походу, тот талон, где вписывали нарушения, когда гаишники останавливали. Я так думаю. И штрафы надо было потом платить. Впервые такой вижу, конечно. Вот фотография Ольги. Я так полагаю, что она и прожила здесь до 2011 года. Вот ей выписывали рецепты на лекарства в 2002. Еще в 2002. Если она 35-го года рождения, а умерла в 2011 году, в 2011, выходит, что она прожила 76 лет. Здесь я разложил найденные письма. Расписка. Я, Эрик, проживающий в Резекне, взял в долг у своей тети Ольги деньги в сумме 10 тысяч рублей для приобретения автомашины «Волга» ГАЗ-24. Деньги обязуюсь вернуть в течение 15 лет. В 88 году это было. За 3 года до конца СССР. Интересно, вернул ли он их? И вообще, купил ли он «Волгу»? Еще нашел 2 письма, присланных Ольге. 59 год, 19 октября. Добрый день. Во-первых, хочу попросить прощения, что тревожу вас своим письмом. А во-вторых, хочу знать, как вы это воспримете. Оля, я решил послать тебе письмо. Если будет несложно, пожалуйста, ответь. Так как это письмо первое, я давно ничего не писал, потому что не знаю, как ты это воспримешь. Не злись на меня, потому что между нами ничего не случилось. И напиши мне, если хочешь дальше общаться. Буду ждать ответ. Виктор. Следующее письмо 60-го года. По содержанию оно очень похоже. Ольге пишет Константин уже. Суть письма в том, что он хочет познакомиться поближе.
и общаться как друзья с Ольгой. Здесь же католическая книжечка 90-го года, календарик. И несколько инструкций. Инструкция к газовой плите. Паспорт от холодильника Снайге 1М, сделанным в Литве на Литовском заводе холодильников. Кстати, надо будет съездить в этот город. Журналы. Деревенская жизнь 82-го года. Католические календарики. Газеты. 2011 года газета. Похоже, именно в этом году умерла Ольга. Последняя жительница этого дома, получается. Мне вот всегда было интересно, каково это лежать на печи. Ух ты! Тут полноценное место. Валенки, подушки. Фух. Помню, вот в детстве очень любил лежать на шкафу у себя дома. А на печи еще лучше, наверное, было тепло. Просто крышки от банок. А вот это уже знакомая вещь. Класс. Так, это ящик с приборами. Сколько же гостей здесь собиралось раньше, если столько приборов было, посуды на всех. Всегда этому поражался. Вообще, наверное, людей было больше, чем сейчас. Так, это что? Электросоковыжималка. И старая мясорубка, смотрите. Ну да. Вот она. Интересная вещь. А это мешок с книжками, журнальчиками. Похоже на стиральную машину Имбирка 2. Ух ты! Даже одежда внутри лежит. Что за дверь? А, это кухня. Да уж.
Интересный дом, конечно, мне сегодня попался. Практически нетронутый. Здесь действительно есть на что посмотреть. Вот мое окошко. Сейчас еще загляну в сарай. О. Дрова, тележка, инструменты. Такс. Загончики для скота. Следующий закрыт на замок. Что ж, спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Счастливо!